Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу показать вам и представить свою новую модель пинетки для девочки с бусинками. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Для работы мне понадобятся нитки одного цвета. Это нитки розового цвета. Приятный розовый цвет, не темный и не светлый. Нитки называются Ега. Изготовление Франция. В 50 граммах 400 метров. Нитки тонкие. Это похожие на ирис тонкий. Нитки тонкие, поэтому я буду вязать их в 3 нити этими нитками. Вязать я буду крючком номер 2. Полностью все вязание. Для того, чтобы спрятать обрезанные нитки, я употребляю крючок меньшего размера. Также мне понадобятся ножницы. По желанию 2 маркера. Металлическая пряжечка. Их должно быть 2 штуки. Вот такая прослоечка, которую я применяю как прослойку между верхней и нижней подошвой. И бусинки. Бусинки маленького диаметра. И игла для того, чтобы с небольшим количеством ниток нанизать на нить, когда я буду вязать, вот эти бусинки провязывать. Итак, приступаем. Вязать пинетки я начну с подошвы. Подошва у меня уже готовая. Она связана из 2 подошв. Нижняя простая подошва, верхняя связанная с бортиком. Вот, посмотрите, с маленьким бортиком. И вовнутрь я вставила стельку. Как связать такую подошву, вы можете посмотреть у меня на канале. Можно связать, как связать одинарную. У меня есть на канале. Как связать с бортиком. И как связать полностью подошву с прослоечкой. Прослойку я уже показывала. Прослойка очень тонкая. Это упаковка. Недостаток вот этой прослоечки в том, что она блестящая очень. Но я положила внутреннюю сторону блестящей стороной, а наружную сторону я положила матовую. Поэтому, в принципе, ничего и не видно. Смотрится очень хорошо. А вот снутри как раз вот светится. Но так как будет одеваться на ножку, это вообще не будет видно. Итак, подошва связана. Она связана из 17 воздушных петель. 72 петли по радиусу на размер 10 сантиметров. Я начну вязать под пинетку с короткого бортика. Короткий бортик у меня будет состоять из 3 рядов столбиками без накида. Начинать я буду вязать с задней части пинетки. Брать я буду за полную петлю, за 2 доли петли. Первая петля закрепляющая, и в эту же петлю ввожу крючок и начинаю вязать столбиками без накида. Все ряды вяжутся без изменений, без прибавлений и без убавлений. Вот таким образом. Если вы обратили внимание, то нитками светлого цвета, это, так сказать, маркеры мои, я уже отметила переднюю часть пинетки, когда я буду вывязывать вот этот мысик. Он состоит из 10 петель. Почему я это сделала? Так как подошва у меня уже приготовленная и гнется не очень хорошо. Для того, чтобы не сбиться и быть, так сказать, на середине, чтобы у меня мысик не скосило, пинетку не скосило, я сразу для себя наметила. Если вам удобно, вы можете, провязав 3 ряда в высоту, отсчитать от себя от середины с каждой стороны по 5 петель, так как я начинала с 10 петель. Делайте, как вам удобно. Я отметила заранее для себя уже, чтобы ориентироваться, где у меня эти центральные петли. Итак, нужно провязать 3 ряда в высоту, и бортик будет готов. Когда бортик будет готов, я покажу вам, как я буду вязать переднюю часть пинетки. Мы встретимся, когда будет начало передней части пинетки. Я провязала маленький бортик, который состоит из 3 рядов столбиками без накида. Свои условные маркеры я подняла их наверх, для того, чтобы четче видеть те центральные 10 петель, от которых я начну вязать центральный мыс. Остатки ниток я сразу обрезаю, так как подошва не так хорошо гнется, поэтому пока можно легко подступиться вот к этим остаткам ниток, можно сразу их удалить. Вот тут. Перед тем, как приступить к вязанию центральной части, мне нужно нанизать на нить 25
бусинок. Часть уже я нанизала и вам покажу, как я это делаю. Игла обязательно должна проходить через дырочку бусинки. И я ориентируюсь, чтобы узелок был вот где-то здесь, а посередине, чтобы он не мешал. Если узелок очень тонкий, то это роли не играет. Но так как у меня получился немножко толстоватый узелок, то я беру, загибаю нить вот таким образом. Хвостик можно оставить длиннее, хвостик можно оставить короче. Это ваше личное желание. Мне нужно 25 бусинок. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 21. Еще 4 штучки. 22, 23, 24, 25, 26. Ну, возьму еще одну. Если я просчитала, чтобы хватило мне на тот рисунок, который я запланировала. Вот так беру и протягиваю. Они хорошо скользят по нитке. Вот такая цепочечка у меня получилась. Вынимаю иглу, и больше она нам в данный момент не понадобится. Она понадобится тогда, когда я буду пришивать пряжку. Центральные петли ориентируюсь. Кладу ее прям, чтобы она у меня попадала в самую серединку, прям в ложбинку. Вот я наметила центральные 10 петель, и теперь я приступаю к мысику. Так как у меня бусинки, считай, получается в самом конце, я буду вязать пока полотно без бусинок. Проверяем. 2, 4, 6, 8, 10. Вот начиная вот с этой петли, беру за полную петлю и буду вязать центральные 10 петель. Первая петля закрепляющая. И в эту же петлю ввожу крючок и начинаю вязать. 10 петель столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я провязала центральные 10 петель. Теперь следующие 2 петли буду провязывать соединительными. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и буду вязать не с первой петли, я ее перекрываю ниткой, а со второй. С этого ряда я буду прибавлять петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня уже в работе 11 петель. Условный маркер вынимаю, он мне не нужен. Крючок завожу с лицевой стороны, подхватываю нить и вытягиваю ее на лицевую сторону. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Первая петля вот эта, вторая петля вот эта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бусинки прибежали. 8, 9, 10, 11 и 12 петля. Я прибавила петли, сейчас у меня в работе 12 петель. С каждой стороны я буду прибавлять
по одной петле. Всего мне нужно прибавить 18, чтобы у меня было в работе 18 петель. Это значит 6 петель мне еще осталось прибавить. Мы повстречаемся тогда, когда в работе будет 18 петель. Итак, я провязала несколько рядов. Это 2, 4, 6, 8, 9 рядов провязала. И у меня теперь в работе 18 петель. В каждом ряду я прибавляла по одной петле. Начинала я с 10 петель. Наступило время украшать нашу пинетку. Теперь я буду провязывать ряд, изнаночный ряд, столбиками без накида, чередуя бусинками через каждые 2 петли. Вот, посмотрите, какая красота у нас должна получиться. Вот эти 18 петель, это были последние петли для прибавления. Следующие петли, последующие ряды я прибавлять петли не буду. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаю вязание с 3 петли. 1 и 2. Теперь в работу войдут у меня бусинки. Первые бусинки. Их я буду чередовать через каждые 2 петли. Раз и 2. Следующая бусинка. Первая и вторая петля. Вяжется это несложно. Немножко надо подтягивать ниточку, чтобы бусинка не так свободно была. Чтобы она крутилась, но она не висела. Эти бусинки у меня пластмассовые. Можно сделать стеклянные, но чтобы у них были края не острые, чтобы они не резали нить. Еще одна. Раз. 2. И последняя. Первая петля и вот эта маленькая. Вторая петля. Смотрим. Вот такая симпатюля уже получается. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, первый ряд у меня связан с 8 бусинками. 8 бусинок. Я их чередовала. Посмотрите, это получается по диагонали. Вот видите, если я крючок вот таким образом кладу. Значит, следующий ряд у меня будет немножко по-другому. Я бусинки буду смещать. Теперь лицевой ряд. Лицевой ряд провязывается без изменения. Первая соединительная петля. Ой, надо хорошо. Не хочет. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Бусинки отодвигаем немножко дальше, пока они нам не нужны. Начинаем с 3 петли. У меня по-прежнему должно остаться 18 петель на мысике. Если вы связали так же подошву, как я, уже готовая, то возникают небольшие трудности. Так как подошва не очень хорошо гнется, то надо приноровиться для того, чтобы петельки были ровные, чтобы забрать все нитки, которые присутствуют в вязании. Вот я довязала до края. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Начинаю с 3 петли. Первая петля. И у меня в работу идет первая бусинка. Не 2 петли, как вот этот ряд, а теперь первая петля, теперь бусинка, 2 петли. Бусинка, 2 петли,
бусинка, 2 петли. И так дальше чередуем. Вот посмотрите, что происходит. Вот теперь они не на одной линии, а треугольничком, так сказать, вот диагонально. Я чередую их. Последний ряд будет точно таким же образом, как первый ряд. Поэтому здесь ничего сложного нету. Мы повстречаемся тогда, когда 3 ряда с бусинками будут готовы. Ну вот, все ряды с бусинками готовы. И у меня остается только закрепить вот этот ряд, чтобы он не растягивался. Он в процессе носки вытянется и будет вот так некрасиво торчать. Поэтому я вот этот ряд сделаю соединительными, закреплю соединительными петлями. Это последний ряд, делается очень просто. Я делаю петли соединительные, не очень свободные, но и не очень сильно затягиваю. Вот. Потом они вытянутся на максимальную длину петли, которую вы провязали. Если вы будете свободны, очень свободно, то кант может растянуться. Если вы сильно затянете, то кант будет сильно стянутый, и ножка малышки не пройдет, будет давить. Вот так. Я провяжу до конца и покажу вам готовый результат. Итак, передняя часть пинетки готова. Я укрепила кант соединительными петлями, спрятала нитки, и теперь буду приступать к задней части пинетки. Посмотрите, как красиво получилось. Когда я вам показывала, как нанизывать нить, я взяла большее количество бусинок. Ничего страшного, видите, нить обрезала, я их отодвигала назад. Теперь они мне не нужны. В работе они не понадобятся, я их просто-напросто убираю назад. Больше, не меньше. Теперь для того, чтобы связать заднюю часть пинетки, я буду сначала вязать укороченными рядами, так сказать, поднимать пяточку. Вот этот ряд, если хорошо приглядеться, и не один, их здесь 2. Вот эта трапеция, вот если вот приглядеться, то вот эта трапеция, но если смотреть с пяточной стороны, то здесь практически вообще ничего не видно, потому что здесь они идут как полноценный ряд, только укороченный. Вот с этой стороны видно, вот она трапеция, и вот с этой стороны видно трапеция. Это для того, чтобы поднять пятку, так как пятка у нас немножко выше, чем перед, чтобы пяточка не выскакивала. Для этого я начну вязать укороченный ряд с 6 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот с этой. Первая петля у меня будет закрепляющая. И со следующей петли я начну вязать. Петли я не считаю, я ориентируюсь, чтобы у меня задняя часть пинетки была симметрична. Это означает, что количество петель вот отсюда, когда я начинала с этой стороны, должно соответствовать окончанию петель с той стороны. Я почти до конца довязала этот укороченный ряд. У меня с этой стороны осталось 6 петель, с этой стороны 5. Значит, последнюю петлю я провязываю соединительной петлей. Вот таким образом. Вытягиваю нить, вот так вот, пропускаю через все вязание и аккуратно затягиваю. Делаю протяжечку и начинаю вязать, не считая вот эту соединительную петлю, со 2 петли. Еще очень важный аспект. Здесь будет 2 укороченных ряда. Первый укороченный ряд я связала лицевым рядом. Чтобы не нарушить рисунок, я буду 2-й укороченный ряд вязать с изнаночной стороны. Вот, посмотрите. Поэтому я начинаю вязать с изнаночной стороны со 2 петли. Буду вязать я столбиками без накида, не довязывая последние 2 петли. У меня осталось с этой стороны последние 3 петли, поэтому 3-ю петлю я делаю соединительной петлей. Вытягиваю нить и обрезаю ее. Для того, чтобы она вошла в вязание, я ее немножко подхватываю с вязанием, чтобы она ввязалась, чтобы она впоследствии не распустилась, чтобы ее коротко не отрезать или потом вручную не прятать. Поэтому я ее сразу заправляю
Теперь смотрим результат. Вот посмотрите, вот сейчас это заметно, то выполнено 2 ряда, потому что вот этот скос. Очень хороший покат, поэтому нет ступенек, поэтому в вязании впоследствии это абсолютно не будет видно, не будет никаких дырочек, ничего не будет. Все будет великолепно смотреться. Вот как я вам показала на первой пинеточке. Вот этот соединительный, 2 укороченных соединительных ряда, которые добавляются в пятку для того, чтобы ее поднять. Теперь я начну вязание с 4 петли, пропуская первые 3. 1, 2, 3. И вот с этой петли я начну вязать основное пяточное вязание, которое у меня будет в высоту, которое у меня будет составлять 8 рядов. В эту же петлю формирую петлю и начинаю уже вязать столбиками без накида. Та петля, которая первая петля в укороченном ряду, так как она не сформированная как петля, я опускаюсь вниз вот именно с того ряда, которого я только что начала вязать. И уже потихонечку поднимаюсь наверх. Вот посмотрите, что получается. Так как я не делала ступенек, у меня и покатый идет ряд. Впоследствии он выровняется и будет полностью вязание ровное. Мы повстречаемся тогда, когда 8 рядов в высоту будут готовы. Итак, я связала высоту, не считая укороченных рядов, 8 рядов. И теперь я буду формировать хлястик. У нас есть левая сторона и есть правая сторона. Я связала на левую сторону. Я покажу, как это делается на левую сторону. Я закончила изнаночный ряд и продолжаю набирать 30 воздушных петель. Вот таким образом. Это будет, если вы будете вязать на левую сторону, вот сюда заводить. Так как я связала уже на левую сторону, то я буду вязать теперь на правую сторону. Вытягиваю эту нить, не обрезаю и привязываю вот с этой стороны 31 воздушную петлю. Я уже подготовила нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так мне нужно 31 петлю. В работе у меня должно быть 30 петель. Если с этой стороны петля не обрезается и я начинаю вязать на левую сторону, то я буду вязать 30 воздушных петель, вывязывать. Если я привязываю нить, мне придется в конце ее обрезать, то последняя петля в работе участвовать не будет. 31 петля. Итак, мы повстречаемся тогда, когда будет вывязана 31 петля. Итак, я связала хлястик, состоит он из 31 воздушной петли. Я, как и сказала, вот эта последняя 31 петля, она не будет участвовать в работе, поэтому у меня в работе должно быть 30 петель. Теперь я продолжаю вязание, разворачиваюсь и буду вместе вязать хлястик. Так мне нужно провязать туда и обратно. Всего 2 ряда, не считая воздушных петель. После того, как я свяжу хлястик, я обвяжу полностью пинетку в круговую и пришью вот такую симпатичную пряжечку. Пряжку я пришила, посмотрите, как я ее положила, чтобы точка соприкосновения была вот тут и вот так с этой стороны сверху. Видите как? Я свяжу хлястик до конца, обвяжу пинетку, пришью пряжечку и покажу вам готовый результат. Ну вот, я связала до конца пинетку, пришила бляшку, пряжечку, обвязала полностью, связала 2 пинетки. И вот посмотрите, какие приятные, симпатичные пинеточки для малышки у меня получились. Вяжутся они очень просто, сложностей вообще никаких нету. Я желаю вам здоровья, великолепной пряжи и легких петелек. До следующей встречи. До свидания.